шкаф. И он это не знал, пока не сделал этот баджет. Этот брат потом делился с его знаниями со мной, Юлей, как раз мы женились. И мы думали, брат уже чуть переборщил. Так. Одна тема у него финансы, как надо правильно с финансами обращаться. И мы потом подумали об этом. Когда мы с Юлей женились, мы оба работали full-time. Она работала, я работал. И почему-то у нас ничего не оставалось после месяца. Мы просто все растрачивали. И думаем, что-то здесь не так. И решили, как наш брат, попробовать этот баджет оставить. Он вообще нам говорил, как он по конвертам раскладывает разные части, потом даже заправляется, кэш платит. И мы решили попробовать то, что наш брат, с чем он поделился. И после этого как раз оно уже пошло чуть лучше, можно было что-то сберечь, на down payment, на land. So вот это маленькое конверт, да, принес? Все. It works. Я вообще рад, что никто нас не ограбил в апартменте моем, а то там конверты эти были расставлены. So, вот так. Хорошо, это мое маленькое такое вступление. У нас сегодня много вопросов и, надеюсь, будет много ответов. Готовы? Брат Виталий. Для вас тоже будут вопросы. Okay, первый вопрос. What advice could you give to refugees who have recently arrived and are living from paycheck to paycheck on food stamps? What is the fastest way for them to rise up, to not be on food stamps, and to provide their families with everything they need? Что посоветуете беженцам, которые приехали и живут от зарплаты до зарплаты, на фудстемпах? Как им быстрее всего подняться, чтобы не быть на фудстемпах и обеспечивать семью всем необходимым? Чем быстрее, тем лучше. Чем быстрее, тем лучше, да. Но работу искать надо как можно быстрее. Без работы только на фудстемпах не жить. This is paycheck to paycheck. Уже работает. Ну, если можно, от меня, как от социального работника, те, кто много с иммигрантами проработал, я несколько лет работал в Refugee Resettlement Service, это организация по переселению беженцев, и много наших братьев и сестер приехало, я был их кейс-менеджером, и хочу сказать, что очень важно, чтобы не просто как можно быстрее ушли на работу. Работы много, да? Но важно вкладывать в себя, важно как можно быстрее выучить язык, хоть насколько можете. Ваша зарплата, дальнейший успех очень сильно будет зависеть от языка. И многие недооценивают. И многие думают, что если вы ходите туда в школу на Монроу, ESL-класс, вот это все вы делаете правильно, и язык как-нибудь придет. Если вы туда будете ходить, язык вам никогда не придет. Sorry. Это государственная бюрократическая школа, которая отрабатывает свой бюджет на беженцах. Им главное посещаемость. Они смотрят, что все были, да, и как можно дольше. Их оценивают по посещаемости, потому насколько вы растете и сколько из вас научилось говорить. Этой вообще цели у них нет, за это их не оценивают. Поэтому спасение утопающих – дело рук самих утопающих. И что я вам посоветую? Собрать где только можете кэш, лишние деньги, сберегайте и наймите себе частного тьютора, частного репетитора. Если не можете живого, то лучше всего это живого, нет, онлайн, их сотни, тысячи. Проинтервьюируйте их, они с разных стран, которые говорят, freelancers. Через видео, звонок можно заниматься. Вы должны найти такого репетитора, который с вас будет душу трясти. Понимаете? Который будет заставлять вас делать homework, который будет заставлять вас проверять это самое, делать, он будет проверять homework, и будет вас еще тыкать, почему ты не выучил. Понимаете? Он должен вас тянуть вперед. Вот такой вам нужен, такой сердитый, строгий репетитор, но знающий. Да, чтобы вы двигались вперед. И вот тогда, когда будете ваши кровные деньги, потом заработанные, платить, вот тогда вы будете учить, а не халтурить.
Не просто просиживать и слушать классы, не отбывать. Вы будете учить, потому что вам жалко будет ваших денег, вашего времени будет жалко. И вы будете двигаться вперед. И вот тогда вы начнете что-то спикать, понимать, как язык работает. Да, и тогда от этого, что вы понимаете, вы будете на других уже позициях, на более успешных, вам будут и денежек больше платить, потому что с вами как-то можно что-то договориться. Если вы уже ничего не понимаете, вы будете делать ту работу, которую может сделать бессловесная машина. 2-3 функции, вот вам показали на пальцах, и повторяй. Да? Ну, это тяжелая работа, это лучше, чем ничего, но все могут учить язык. Я видел людей в разном возрасте. Главное верить в себя, особенно после 45-50. Не ставьте крест на себе, вы сами себя ограничиваете. Язык можно выучить в любом возрасте. Я знаю одного брата, который приехал под 60, тут выучил язык, получил Bachelor's in Finance в Eastern Washington State University. Bachelor's, степень бакалавра по финансам. Так что дорогу осилит идущий, но вы должны вкладывать в себя и параллельно работать. Это 2-3 года будут очень тяжелыми, но дорогу осилит идущий, все возможно. Можно я добавлю? Мне мой ментор, когда мы приехали в Америку, сказал так: если хочешь летать как орел, нечего находиться с индюками. Если хочешь летать как орел, нечего находиться с индюками. Индюками. С индюками. Тут стою рядом и не слышу. Они не взлетят, и они тебя не научат, правильно? А орел, то есть здесь какой принцип? Ты ищешь людей, у которых можно чему-то научиться. Вот у них получается, учитесь. Вот где люди успевают, у них что-то там с руками, с головой, учитесь у них. Потому что если вы язык не будете знать, в обществе не будете находиться, не взлетите. Okay, хорошо, следующий вопрос. If the income is small or there is a lot of debt, in order to get an additional job where we must sacrifice time with the children, or for the children, what should I do? Our children will grow without our attention while we pay off our debts. Если доход маленький или много долгов, чтобы выйти на работу, мы должны пожертвовать временем для детей. Как быть? Наши дети вырастут без нашего внимания, пока мы расплатимся с долгами. Но отвечу грубо. Получается, в долги залазил кто? Сам. Правильно? С долгов кто вылазить должен? Сам. Бабушка с дедушкой есть? То есть помогают? Надо вторую работу, ищи вторую работу. Сам вылезешь или никак не вылезешь? Тут дело в нюансах. И может быть вам нужна более детальная консультация, но можно найти баланс, чтобы где-то посидели и близкие, родные с детьми, а вы где-то взяли дополнительную работу. Но если временно, ничего страшного, дети не пропадут, если оба родителя будут придерживаться правильного воспитания во всех других сферах жизни. И budgeting тоже, да? Как Рэмзи говорит, every dollar, чтобы каждый доллар, который заработал, он уже куда-то приписал. Что это доллар сюда, что уже просто на распуск деньги тоже не улетали. Да, бюджет должен быть аннулированный. То есть, получается, у тебя каждый доллар имеет конверт, куда он должен находиться, правильно? Если он там не будет находиться, то он уйдет, он улетит. Okay. Do you recommend giving kids an allowance? Рекомендуете ли вы давать детям деньги и пособия? Нет. То, что они со мной живут, это их не пособие. А все остальное пусть зарабатывают. У меня не было ни одного ребенка, которого мы просто так даем им allowance каждую неделю. Ну, это глупость. Вот они как научились просить, говорить дай. Вот бюджет пошел. Сразу. Но важно, чтобы не впасть в другую крайность. Когда вы под видом, что вы приучаете ребенка зарабатывать деньги и приучаете к мысли, что все, что он дома не сделал, за все ему должно заплатить.
а если вы не собираетесь платить, он и делать ничего не будет. Какое-то отстраненное отношение к дому, он часть семьи, и он должен помогать и работать просто так, да, как и вы помогаете ему просто так. Да, я видел такие ситуации, иначе вырабатывать у него и взрослеет, а если не заплатишь ему, он и пальцем не пошевельнет. Все должно быть оплачено. Это другая крайность, и вот тут нужно балансировать. Ну, получается, тогда мы, если, скажем, пацан или девчонка, да, не зависит, если мы им платим за все, это мы, получается, учим на будущее быть ленивыми. Правильно? Ну зачем моему сыну когда-то выходить, жениться и думать, что кто-то за него будет все это ухаживать? Полы мыть надо, пошел, без проблем. У меня сын Славик, да, у нас в семье была такая модель, мы не платили, все ты должен, как я вырос, так я и воспитывал. Да, если мне папа сказал, ты не заплати за то, что я в огороде буряны полол, он сказал, что? Да. Вот. Но как только он достиг это самое 16 лет, мы помогли ему на машину, а дальше все, бензин твои деньги, хочешь красивую одежонку, твои деньги, хочешь фан, хочешь с ребятами после собрания поехать в ресторанчике посидеть, твои деньги. Мы не собираемся оплачивать. И он понял, что ему нужны деньги. И он пошел как миленький, работает, сейчас он и учится фулл-тайм, и работает, и он сам свою учебу оплачивает, он не влазит в долги, не берет студент лоун, он сам зарабатывает на свою учебу, на свой фан и на все. Okay, next question. I have $50,000. Where would it be the most profitable to invest that money? У меня есть $50 000. Куда самое выгодное их положить? Я молчу, без комментариев. Только вы отвечаете. Ну, это вопрос трудный, потому что много вещей, которые я не знаю, информации нету, чтобы дать совет, правильно? Есть люди приходят, дают 50 000, а через 2 месяца им назад надо, потому что они хотят ренту купить. Надо больше информации. Да, время какое, да, сколько человек ждет это время, на какое время? Какой риск, сколько времени, когда на пенсию, там нет варианты, не варианты, детали, которые... Ну, чтобы через год они стали 100 000. Примерно такой вариант. Есть? Это неплохо. Я бы, конечно, у меня уже бы свой АЛ где-нибудь был, если бы так было. So Peter, если делать safe investment, for example, на 10 years, is there a baseline, basic такой general answer? 10-year minimum. Yeah, so if you have a 10-year plus, that's going to consider more growth. So you want to invest money where they're going to grow. So even if you take the basic S&P 500 index, that's 500 companies in a basket, and let it work for you, that's a start. Okay. Wife really doesn't like to work. Wife does not like to work. Kids are home, should she work? Кто нашел добродетельную жену? Кто нашел добродетельную жену, которая не хочет работать? Ну видите, тут не любит, несмотря сколько детей, не любит. Ну а если дети есть, она что, не любит за детьми ухаживать? Это работа, правильно? Дети учатся в старшей школе. Должна ли она работать? Нам хлеба не надо, работу давай. So Peter, скажем, the family is in great debt. They have a house to pay off, they have a car to pay off, and they have 3 credit cards. А здесь ничего, а может у них все в порядке с деньгами? Просто он говорит, что он не хочет работать. Ну, я скажу так. Если дети дома есть, то жена должна с детьми быть дома. Это мое такое понятие, потому что и в притчах так написано, и чтобы детей не потерять, есть духовные стороны, которые должны быть приняты.
Вопрос другой, когда детей уже дома нет, и они хотят, скажем, получше, да, чтобы у них было. Тогда это между ними. Но вообще библейской стороны жена должна находиться дома. Есть дополнительные работы, где она может даже дома находиться и служить в церкви. Может, она и дома не хочет работать. Ну, здесь Она очень не любит работать. Она не любит работать. Понимаешь? Вот это меня, конечно, удивляет. Нет, друзья мои, на самом деле мы немножко смеемся, но это вообще слишком скудно, чтобы что-то делать, какие-то выводы. Тут может быть что угодно, какой угодно сценарий. Может быть, она как раз дома идеальная хозяйка, но она и пирожки варит, и все убрано, и все сделано, и все готово, но она просто не хочет идти куда-нибудь где-то там, да, вот такая домоседка, может быть, а может и там вообще сложно все, только любит писать книжки, романы и мечтать, и все, и чтобы Никитична за нее убирала все. Поэтому тут нужна консультация. Приходите к нам вот в мой пасторский офис, где мы конфиденциально, более конкретно поговорим. Okay. Should volunteers that work regularly at church be salaried in a local church? You used a biblical verse example that a worker is worthy of his food. Where is the fine line between being a volunteer and getting paid? And one more thing. If, let's say you put in 20 hours a week by helping in the church, can the work be traded in for tithing? Должен ли волонтер, то есть доброволец, который регулярно служит в церкви, получать зарплату в поместной церкви? Вы использовали пример библейского стиха о том, что работник достоин своей пищи, трудящийся достоин пропитания. Есть тонкая грань между волонтерством и получением оплаты. И еще одна вещь. Если, скажем, вы в церкви помогаете 20 часов в неделю, можно ли обменять это на десятину? То есть в счет десятины. Значит, это вопрос для меня. Хорошо, давайте, наверное. Давайте по частям. Друзья дорогие, вы знаете, до того, как стать пастором на оплате, я годами много трудился, и вместе с женой мы трудились в самых разных участках служений, и с молодежью, и с малыми группами, и в молитвенной группе, в семейном отделе. И один только журнал «Голос истины», в котором мы бесплатно трудились 13 лет, он забирал больше 20 часов в неделю, он находил ежемесячно. Вы знаете, как-то даже в голову не приходило как-то думать, а что мне за это будет, а засчитается ли это за десятину или нет. Тут нужно понимать, что бы ты ни делал в церкви, это шанс получить награду того Господа. Мы все это делаем не вот этим людям, не братьям, не этой организации под названием Славянская Баптистская Церковь, Свет, Евангелия. Нет, это мы просто на этом участке трудимся для Бога. И награда от Бога. Если я хочу тут что-то взамен это засчитать, обменять на это, мы сразу все это понижаем до уровня земли. Это какой-то потребительский подход, не совсем правильный подход. Ты лишаешь себя экстра награды. Чем больше ты вложишь тут, тем больше на небе ты получишь. Да и здесь в жизни Господь получит. Еще один вариант, еще один момент. Что касается оплаты в поместной церкви, да, это решается. И, допустим, у нас есть, кроме меня, еще на оплате сестра, которая убирает. Вот у нас здание, да, это уборщик церкви, еще есть брат, который занимается maintenance, потому что очень много постоянно надо фиксить, ремонтировать, делать. У нас сейчас 3 человека на оплате, есть еще по контракту, это вот у нас landscaping, чтобы траву косить, вот это да, у нас на оплате. Но если мы сейчас только все на оплате будем делать, это превращается в религиозный клуб. Да, а что вообще для Бога? И когда, если мы прочитаем Писание, Дух Евангелия, то апостол Павел говорит, что уже не я живу, а живет во мне Христос, а что ныне же в плоти, то живу верою в Сына Божия, да? Я уже не принадлежу себе, уже не я живу, да? Мы не свои, мы куплены дорогой ценой, мы рабы, да? Поэтому здесь совсем другой подход должен быть. Ну и десятина или время –
это разные вещи. Это абсолютно разные вещи. Время это одно, десятина это другое. Ветхий Завет. Израильский народ, каждый человек, верующий в израильском народе, должен быть 6-й день посвятить Господу и 1/10 часть дохода тоже Господу. То есть 1/10 средств и 1/6 времени. Это одно вместо другого не засчитывалось. Так и тут тоже, то, что мы трудимся, это одно, а десятина это другое. Опять же, та же самая десятина сугубо добровольный акт. Это не закон Моисеев. Это та десятина, которая еще Авраам жертвовал до Моисея, когда Моисей даже еще и зачат не был. Да, еще тогда он это пожертвовал десятину. Почему? Добровольно захотел. Вот точно такой же подход и у нас. Может, вы добавите что-то? Well said. Well said. Okay. How do I choose a good savings account? Where do I have to worry about when considering online banking, even if they are FDIC insured? Как мне выбрать хороший сберегательный счет? О чем мне следует беспокоиться при выборе онлайн-банков, даже если они застрахованы государством? So savings accounts, you want to find an account that pays you the best yield, okay? Хочешь найти, если сберегательный счет, хочешь найти аккаунт, который будет возврат самый большой, возвращать за те средства, которые там лежат. So look at the companies that's been established for a long time, that FDIC insured. Можно посмотреть на компании, которые уже долго существуют, также имеют этот федеральный иншуренс. FDIC insurance doesn't mean that your money is 100% protected, okay? There's some limitations to that. Конечно, то, что он или сохраняется, или застрахован федерально, не значит, что не могут ваши средства, конечно, быть как-то сворованы или забраны. So FDIC insurance is guaranteed as long as the United States has good credit and faith and credit of the United States government, right? Этот иншуренс существует и работает, пока есть вера в кредит США, пока он работает. Государственный кредит есть. Да. So if United States financially is in trouble, then FDIC will not work. Если США в каких-то финансовых проблемах, то этот иншуренс не будет работать или покрывать. And the other thing is the FDIC insurance only covers up to a certain dollar amount, so you have to kind of read and understand what covers, what's not. Там также нужно вникать, этот иншуренс только по какой-то определенную сумму покрывает от того, что потерялось. 250 тысяч. 250 тысяч, но там есть еще другие ограничения. So young lady last week asked me about American Express. And I said it's a great company. But if they go under, you hope FDIC works, right? Одна молодая женщина на той неделе меня спрашивала, если American Express это хорошая компания. Я сказал, да, она хорошая, но если у них что-то плохо случится, did you say and they're not federally insured? No, FDIC insurance, it'll cover, but FDIC insurance, if the government is not good, then nothing's going to get covered. Да, но если у государства проблемы с кредитом, то оно и не покроет этого. Ну, Петр по сути говорит о том, что если государство США объявит дефолт, то тогда уже все посыпется и никакие банки вас не выручат. Кто помнит 80-е годы в Советском Союзе? Мало, да? Знаете, при мне 3 раза валюта поменялась. То есть ты просыпаешься, у тебя $100 лежало, тебе дают 10. Или там 300. Там было определенное количество, они обменяли, а потом... Кстати, я слышал, что сейчас золото в цене достигло исторических максимумов. Да, 2700, почти 50. Даже знаете сколько. Люди переживают. 2743 с копейками. Хорошо, есть еще вопросы?
Where should I collect a full emergency fund, 3 or 6 months? Should I open a savings account for retirement, 15%? Should I open another savings account? Or are there other options? Куда нужно собирать наш фонд на черный день 3-6 месяцев? Открывать в сберегательном счету, или же на пенсионном счету, или открывать другой сберегательный счет, или есть другие варианты? Emergency fund открываешь money market account, savings account или short-term CD account. Okay? Like 3, 6, 9 months CD. Emergency должны быть доступны быстро, то есть liquidate fast. IRA account, retirement account is no good because you have taxes to pay and penalties to pay. То есть в пенсионные счета вкладывать не стоит, потому что платить очень штрафы большие, чтобы снять оттуда. Штрафы и таксы. What's the tax and what's the penalty? Well, taxes based on your tax rate, penalty is 10%. Минимум 10% штрафа, плюс еще все таксы, и вам останется треть суммы. Да, это невыгодно. What's the best credit card to have considering we always pay it off our airline miles scam? Какую кредитную карточку лучше всего иметь, учитывая, что мы всегда расплачиваемся? Air Miles – это мошенничество? I'm not going to promote one company over another. Я не хочу продвигать какую-либо из компаний. I like Costco personally. Мне нравится Costco. So I like to get the check. I get 2 checks back. I get the membership check and then I get the Chase or whatever is it, Chase or City? City. So I get a City check. So I get 2 checks a year back. So I like that. Miles. I fly a lot. I stay in hotels a lot. Я много летаю, много в гостиницах бываю. So this year I'm going to stay probably 110 nights in the hotel. So I usually will get 110 ночей в год? So I'll probably get 10, maybe 12 nights free. So for me it's worth it. If you just doing it like one, here, one there, it's probably Я получаю где-то 10-12 ночей в гостинице бесплатно. Там есть бенефиты, когда в кредит, да, ты получаешь. Вот, например, я останавливаюсь в Марриott всегда и летаю обычно на Аляске. То бенефиты даются там, upgrade room, там, или в первый класс они тебе дают для полета, когда ты часто с ними летаешь. Вот этот бенефит. А чтобы нести баланс, там это невыгодно. Или если ты меньше, чем 100 ночей где-то там отдыхаешь, то тоже. 100 ночей с sweet spot. Давайте, ладно, будет уже последний вопрос на сегодня. Не забудьте, у нас уже в следующий раз будет последний уже класс. Что если вопросы какие-то еще есть, пожалуйста, задавайте наши вопросы. Будет как последний шанс в следующей неделе, чтобы вопросы ответили. Peter, your time. Добро пожаловать. So today we'll start getting into more of a meat of what the finance is all about. We're going to talk about savings, investments, and insurance. Сегодня мы больше углубимся или подойдем, как правильно сказать, к мясу этого дела. Сегодня будем говорить о сбережениях, инвестициях и страховке. So and
This lesson could take a really long time because there's so much stuff to share. And so if we don't get through it, what I'm probably will do is I'll move it to the next week and we'll cover some of the conclusion subject. Сегодня много информации, если мы не пройдем ее всю, я могу добавить в следующей неделе, чтобы мы ее захватили. So last few times we talked about faith and money, we talked about budgeting, debt and emergency, today savings, investments, insurance, and we'll conclude with whatever's left next time. So the agenda for today is to figure out how can we take earnings, our assets, and help them work for us. Okay? Наша цель сегодня посмотреть на то, что мы зарабатываем, и как можем их так употребить или установить, чтобы они работали для нас, для нашей пользы. So earning more than you spend will give you some opportunity to live a better life, but also serve God better. Зарабатывая больше, чем мы тратим, дает нам возможность не только жить лучшей жизнью или возможностями, но также и служить Богу на большей шкале или лучше. I think it's the projector died. We'll give it a minute, okay? So while it's coming out, maybe we'll just talk without the computer for a minute. Savings. In my mind, what I see people use savings for is emergency, something that they're gonna need in a very short near term. Сбережение, мое мышление, я так понимаю, что люди имеют их или сберегают какие-то средства, если что-то случится для чрезвычайного фонда, чтобы быстро можно было использовать или достать. So savings and investments, what and how is what we're going to talk today. Будем говорить о том, что такое сбережение и что такое инвестиции. And we'll talk about insurance, what it is and what it's not, and why buy it, why not to buy it. Также о страховке будем говорить, что это такое, что это или что страховка не делает и почему, зачем ее брать, или кому она нужна, или не брать. So our principles, we talked about that, right? So we're going to trust God, we're not going to trust money. Мы говорили уже о наших принципах, что наше доверие оно в Боге, а не в средствах или деньгах. And we're going to use the money that God gave us as an opportunity to honor Him, to worship Him, to serve Him. И нашими средствами, которые Бог дает нам, мы пользуемся ими, чтобы принести Ему честь или служить Ему. So if you guys have done your homework, you would have a rough idea what the budget would look like in your family. Если вы сделали ваше домашнее задание, у вас будет какое-то представление о том, как бюджет выглядит для вашей семьи. So we talked about giving, Мы говорили о том, что мы отдаем, housing, домашних расходов, your food, grocery, restaurants, transportation, and your personal things. и личные расходы, и также и машины или транспортация. So we also talked about your debt, right? So we asked you to go home and make a list of all the credit cards and auto loans and mortgages you have. Hopefully you have done it. And if you have done it, I also mentioned to you, look at how much you paid year to date in interest. And I've shown you some examples of that. Мы также смотрели, какие есть у нас долги, и в них особенно нужно было смотреть или узнать, какая цифра, сколько мы платим на interest. Ежегодно, а сколько мы платим для того, чтобы иметь этот кредит, чтобы мы это заметили и записали. So last time I asked you guys to make an inventory of your various incomes and your assets. В прошлый раз наше домашнее задание было сделать список
недвижимость, там, Сделать список investment, этих. retirement. So what I wanted to do with this exercise over the last several weeks is for you to look at what your income is, what you've earned, За последние пару недель хотел, чтобы вы посмотрели, сколько мы зарабатываем, what your expenses are, минус наших расходов, and what you have either surplus or deficit. и чтобы увидеть, у нас сверх этого остается или у нас под минусом. The reason I wanted you to do that so that you guys can start seeing, okay, am I spending too much money on certain things? Maybe I can cut back, maybe I can use those savings from expenses to maybe pay down some debt. Это для того, чтобы увидеть, возможно, нам можно не тратить какие-то деньги, чтобы их использовать для того, чтобы выплатить какой-то долг, чтобы посмотреть, какие у нас расходы, нужны они или нет, или что-то можно другое сделать с этими деньгами. So if you're in a deficit, meaning if you don't have enough money to pay your expenses, Если мы в дефиците или у нас под минусом и не хватает денег, чтобы расплатиться с нашими расходами, then you probably need to start looking at ways to make more money. наверное, нужно посмотреть на методы, как можно заработать больше средств. Different job, second job, whatever it takes to try to come up to a point where you're actually in the green. Вторая работа, другая работа, хоть что нужно для того, чтобы мы были в зеленом, чтобы было сверх того, что мы расходовали. So for those of us who have surpluses, right? So there's a wise way to look at the surpluses and say, what can I do with those surpluses? У тех, у которых есть излишки или сверх того, что они тратят в конце месяца, есть мудрый способ, как смотреть на эти средства и что с ними можно сделать. There are several things you can do. You can give more, Можно, конечно, больше отдавать, you can spend more. можно тратить или растрачивать больше, That's what most people tend to do. что многие делают с этим. You can pay down your debt. Выплачивать долги. That's when you pay off your debt, you are helping yourself to save for your future. И более выплачивая свои долги, ты помогаешь себе в будущем, выплачиваешь сейчас, чтобы потом были больше сбережения, если подумать об этом. And if you have a surplus, you can also invest more. Есть излишки, можно также инвестировать эти средства. You can create emergency fund, which we talked last time. Hopefully we'll talk about it today. And you can also fund your retirement. Можно иметь или отложить на чрезвычайный фонд, о котором мы говорили на прошлой неделе, или на retirement, пенсию. So Kate, I want to go over a case study of some things that I have seen people do, okay? And I'm going to use Sasha and Masha as an example. Мы будем смотреть на разные сценарии, где что я видел, как люди поступают. Здесь просто такие имена: Саша и Маша, как они поступают. So their income is, let's say, $70,000. Скажем, они зарабатывают 70 тысяч в год. So they did their budget and they spent about $60,000. Прошли по бюджету, и они обнаружили, что тратят за год 60 тысяч. So they have a surplus of about $10,000. У них тогда остается 10 тысяч. So some of the things that people have done, and I'm taking a lot of different families and I'm kind of putting them as a one case study, okay? И как я видел, я вот собираю многие случаи, многие людей, и вот как будто их как пример беру, что они делают, могут делать с этим. So I have seen people to give more, okay? A lot of them give to their church, to missionaries. Some people go overseas on a mission trip themselves. Я видел, что некоторые берут и отдают больше, некоторые в церковь жертвуют, другие сами на миссию или в миссии отдают. So I often see people spend more. Часто вижу, что люди тратят больше этими деньгами. And that's okay because you work hard, and I think there is a budget should be in your budget system for being able to spend a little bit more to get yourself motivated. И я верю, что нужно, чтобы было в бюджете, чтобы мы могли что-то потратить,
много усилий прилаживаем и для того, чтобы заработать денег, и это имеет свое место также в бюджете. And Masha really wanted to go to Hawaii, okay? And so she decided she's going to save for several years so that she can do that. И Маше очень хотелось на Гавайи полететь, и она несколько лет отлаживала деньги именно для этого. Ну, конечно, наверное, с ним, я думаю. So she puts away $12.50. Она сберегла тогда 1250. But Sasha wanted to get a quad. Саша хотел купить квадроцикл. And so he took the $12.50 and said, I'm going to put it in my budget, which is fine. И он такую же сумму себе в свой бюджет, на свой список. They're working hard and they need to get rewarded a little bit, okay? Они хорошо трудятся, и нужно как-то какое-то наслаждение от этого получить или. So the other common thing I see is people actually taking the surplus and trying to pay off their debts. Другое, что я вижу, это люди берут то, что больше их, то, что остается, и стараются этим выплатить какую-то часть своих долгов. And when people understand that by paying off the debt, they're actually saving for their future. И когда люди понимают, что сейчас выплачивая свой долг раньше, я уже на будущее как сберегаю какие-то деньги. And you can see here, for example, they paid off a credit card, $2,500. Здесь мы видим, они кредитку выплатили 2500. So if you take that $2,500 at 20%, that's a $500 of interest that they saved. So now they have, instead of $10,000, now they have $10,500. Okay? Итак, они выплатили 2500. Если посмотреть за год, это $500, которые interest. And last week I showed you guys somebody who's got a $49,000 credit card and paid $10,000 of interest a year. И вот тогда они выплатили 2500, 20%, это за год $500, они тогда сэкономили. Тогда у них теперь из этих 10 тысяч, 10 500. So the other option is people should invest more. Okay? And so they decided that they're going to take a little bit of money, put in the emergency fund, and they're going to put some in retirement account. Okay? Другие люди этими деньгами некоторую часть отложили на чрезвычайный фонд, а другие решили инвестировать. And so the reason we encourage those patterns for people is because emergencies come up. Okay? Life happens. Your car breaks down. You go to the hospital, you have a deductible, right? Your kids need dental work. Почему мы настраиваем людей, чтобы иметь чрезвычайный фонд? Это потому что в жизни всякое случается, и бывает, кто-то заболел, что-то больно, что-то сломалось. Всегда нужно какие-то деньги иметь для этого. And usually, when you have a little bit of money in your bank account, nothing breaks. И Right? как вы думаете, когда у вас мало средств на аккаунте, ничего не ломается? So it's like a Murphy law, right? В Америке есть. Это как будто правило такое, которое Murphy law, существует. когда дождь идет, он льет, как говорится. Rains and pours. So we encourage that because it sets them up, it gives them ability to have a cushion, emergencies that come up to cover those emergencies. И мы этому поощряем, чтобы какая-то подушка была или какие-то средства, если что-то случится, чтобы были для этого деньги. So this is an overview, right? So they take and they put a little bit to give, a little bit to spend, a little bit to pay down the debt, and a little bit to invest. И вот мы разделили эти 10 тысяч по тем частям, как они распределили эти излишние деньги, которые были за год. But I think the most important thing is to have a discipline and consistency. Думаю, самое важное это иметь дисциплину и постоянство. Because emergencies are always going to come up, and it's going to be up to you to determine whether that's an emergency or not. Okay? Потому что то, что мы не ожидали, всегда будет случаться, и нам решать, если для этого нужно использовать чрезвычайный фонд или нет.
the typical emergencies that I hear from people, it's like, my computer is not working well, but it's somewhat working, so I'm just gonna go buy myself a new one. Типичный пример, который часто слышу, это человек того, что что-то плохое случилось, для чего они хотят использовать чрезвычайный фонд. Это компьютер чуть плохо себя ведет, работает, у меня есть эти деньги, я именно на это использую. Or my iPhone's not working right, so I can't store as much, or it's not as fast, so I'm gonna go buy a new one. That's not an emergency. Или у телефона какие-то там проблемы, он медленным стал, там много нету места, что сохранять. И в этих случаях, этих примерах, это не для чего нужен чрезвычайный фонд. If you come home and your wife did not cook your meal because she's tired or not feeling well, that's not an emergency to go out, okay? Если вы домой приехали, жена себя плохо чувствовала, не приготовила ужин, это не такой чрезвычайный случай, что нужно поехать где-то что-то купить, фастфуд. So think about what you're doing and how that's impacting your decisions, and the kids that are watching you, how are they going to make those decisions? Нужно думать о том, что ты делаешь, и видеть себя как стороны, и как это также пример подает своим детям, и как ты этим учишь их. So one of the things that I always tell clients is invest in the company, but not in the product of the company. Okay? Я часто говорю, инвестируйте в компанию, а не в продукт этой компании. The more time you have, the more likely you will have success. Чем больше у вас времени есть в этом, тем больше шансов на то, что будет успех. Plan ahead, match the right investments to your goals. Okay? Планируйте наперед и составляйте правильные, я думаю, суммы инвестиций к правильным целям. Wisdom fulfills, but emotions kills. Эмоции убивают, мудрость наполняет или исполняет. So here's an example, okay? How many of you have Amazon Prime? Сколько у вас есть Amazon Prime? Okay. So I saw this chart and it was just mind-blowing to me. Okay. Я видел эту графу, и она очень меня удивила. Amazon, I think, started about $79 a year back in 2005. Okay. В 2005 году Amazon началась с $75 в год. 79. And every year people pay that amount plus the fees that they've increased over time, right? И с каждым годом люди эту сумму платили, и то, что добавлялось каждым. But if you would have taken that Amazon Prime money and would have invested it in Amazon today, or back then, today you would have a certain investment that's valued significant amount. Если вы взять те $79, в то время, как оно началось, и вместо того, чтобы платить самой компании за свой продукт, но инвестировать в нее, с другой стороны, за это время, вот здесь графа показывает, сколько бы вы заработали. So look at this, $79 a year since 2005, that would have been about $2,000 in membership fees. Итак, 79 в год, если бы вы платили с 2005 года, по сегодняшний день это примерно за то, что мы используем их продукт, 2000 бы набралось, или мы бы отдали. Your investment of every year of $78,000 or $79 a year that goes into your investment account would equal about $168,000 today. Если мы эту инвестицию пустили каждый год по $79, по сегодняшний день возможно было бы иметь 168 500. Это если инвестировали именно в Amazon. В Amazon stock. Акции. Это же самое, да. Да. Okay, next example. How many of you own an iPhone? Следующий пример. У скольки людей есть iPhone? Okay. It doesn't matter. Samsung, iPhone, it doesn't matter. Samsung, Okay. iPhone. They're very expensive, and Дорогие. but if you would have invested
$7,000 in 1996, Если бы инвестировать 7000 в 96 году, today you would have $2.5 million. сегодня было бы примерно 2,5 миллиона долларов. And you would get about $11,000 income per year. И за год примерно 11 тысяч было бы возвратом на этих деньгах. So I always recommend, if you can, okay, don't buy the product, invest in the company that creates the product. И вот почему я советую, когда вы можете, вместо того, чтобы продукт компании покупать, инвестируйте в акции этой компании. How many of us like to drink coffee? Сколько из нас пьют кофе или любят пить кофе? Не стесняйтесь. Come on, be honest. Будьте Everybody, честны. right? Everybody. Почти все. So here's an example of Starbucks, okay? Вот пример Starbucks. So if you would have spent, so this chart is a little bit old, okay? Это But чуть состаревший, if you spend $4 per day in coffee, $4 в день за кофе, $80 a month, 80 в месяц, about $1,000 per year. тебе 900 примерно в год, Over 20 years, you would spend about $20,000. за 20 лет примерно 20 тысяч долларов. Okay? If you would have invested that money into Starbucks, Если бы инвестировать именно в Starbucks акции, эти деньги инвестировать, you would have earned $161,000 plus $230 a month income on top of that. за это время вы бы заработали 161 тысячу долларов за 20 лет, и плюс уже получали бы 230-229 долларов в месяц с этих денег. So don't invest in coffee Не инвестируйте в кофе само, so that you don't drink it, right? Invest in a company that you like. инвестируйте в компанию, которая вам нравится. So here's an example. Coffee Americano costs today $5. Сегодня примерно стакан кофе 5 долларов стоит. Keurig is 50 cents. Keurig, который тоже один стакан или чашка кофе, Я 50 центов. понимаю, может невкусное, но кофеин дает. Okay? Full of caffeine. So if you were to drink Americano today, that's $1,250 per year. На сегодняшний день это примерно 1250 в год, если мы каждый 5 дней в неделю. 5 дней в неделю. Okay, if you drink Keurig, it's $125. So what if you take that difference and invest in a Starbucks? Вот здесь сравнение 125, 1250, а если эту разницу взять и инвестировать эти деньги именно в эту компанию, которая нам нравится. Right, so pick this, don't pick this. Выбираем это, а не то. So take the 1125 and invest it and make it work for you. Итак, можно взять эти, которые остаются деньги, и инвестировать их, чтобы они работали для вас. So you could buy the Starbucks company, right? It was 1125. So Можно акцию купить, 1125. So this is important for you guys to understand. Make money off of your friends. Don't let your friends make money off of you. Okay. Зарабатывайте деньги с друзей своих, не разрешайте им с вас делать деньги. So you know you go to Starbucks, right? They're friendly. They love you. They smile. They call you by name. They take your money. Ты идешь в Starbucks, и они там тебя знают, тебя любят, очень добрые, улыбаются тебе и берут ваши деньги. So be an owner. Don't be a consumer. Будь владельцем, а не потребителем. Это пастор так сказал. Но не говори. Я подтверждаю. So if you would have invested that, okay, if you would have invested that, just for the last 5 years, you would have taken $5,600 and put it in the Starbucks company. Если за последние 5 лет мы именно так бы и сделали, набралось бы 5625, которые мы инвестировали бы. Okay? And here's the Starbucks chart.
И вот for that period of time. So overall, the stock has returned about 19% per year. И в общем, примерно 19% вверх каждый год оно поднималось. Okay, it's going to go up, it's going to go down, but overall the trend tends to be inclined up. Если смотреть на короткий срок, оно вверх-вниз идет, но в большинстве, вот за 5 лет, оно идет постепенно вверх. So this is Dave Ramsey's example, okay? Пример Дэйв Рэмси. So he said start investing early and it will pay off in the long run. Начинайте инвестировать рано, и оно выплатится в дальнем. So this Ben started investing at age 19. Когда Бену было 19, он начал He инвестировать. started investing $2,000 per year until age 26, okay? До 26, по 2000 в год. And then he stopped, То он перестал. okay? Look at Art. Вот Артем, He didn't start investing until 27. когда ему было 27, он начал инвестировать. And he invested and stayed every year at it until he turned age 65. И до 65 лет он так же самое постоянно по 2000 в год инвестировал. But the difference between the two is compounding interest. Разница между обоими Трудный. процент, который нарастает, или как он Да, как больше развиваешь. трудный процент или как тяжелый, сложный процент. Сложный процент. What the difference is, Ben ended up with about $2.2 million, where Art was only 1.5 because of the compounding interest over years. Из-за разницы в сложном проценте, Бен, который с самого начала только инвестировал, у него в счету к 65 годам 2.2 миллиона, а у другого Артура набралось 1,6 миллиона. 1,5. So the difference is compounding interest. Once it starts working for you, it's going to keep accelerating. Okay? Здесь разница в сложном проценте. Когда оно начинает работать, оно очень быстро развивается. So don't time the market, just be in the market. Let it work for you. The longer you're in it, the more success you're going to have. Чем дольше мы держим эти акции или в этом находимся, тем больше оно начинает работать для нас. Не то, что искать именно правильный момент, в который вступить в него. So and Einstein said, right, those who understand compounding interest will earn it. Those that don't will pay it. Да, из прошлого урока, как мы повторяем слова Эйнштейна, он сказал, те, которые понимают сложный процент или как это развивается, они будут с него зарабатывать, а те, которые не понимают, будут за него платить. And I was looking at, I was really curious after I was doing this lesson, I was really curious about how many lives that we have impacted over 30 years, okay? Мне было интересно, составляя эту информацию, сколько жизней за последние 30 лет мы коснулись этим. And I went through some of my files, and I found 317 millionaires were created because they worked with us. И смотря на данные, которые у меня есть, я нашел, что 317 миллионеров из-за того, что они работали с нами за это время. So if you stay disciplined, if you be consistent, self-controlled, you start little, and it's going to grow, and it's going to get bigger, and it's going to get bigger. Если есть дисциплина, постоянство, и начиная даже с малого, она будет продолжать расти и становиться намного больше. Okay. So let's take a short break, and Возьмем паузу, перерыв. Я думаю, 10 минут встаньте, там можете там сэндвичи, что вы принесли. Спасибо большое. Можете теперь чаю взять и ободрить душу и тело.
сказали мне на брейке, да, сказали, а что ты нам говоришь прошлое? Я отвечу так. Если мы прошлое не знаем, если мы историю не знаем, то мы будем просто повторять эти ошибки постоянно. Правильно? Рим как упал? Он сгнил внутри. Сам себя просто сгнил, правильно? Америка эти же самые ошибки повторяет. Правильно? Вот. История есть для чего? Чтобы мы научились чему-то. Если мы не научимся, мы просто будем эти ошибки повторять и все. Let's go. So my recommendation to a lot of our clients is to have your goals based on different timelines in your future. Моя рекомендация клиентам это чтобы иметь цели, которые на разные периоды жизни будущего или ограничены, или расчислены. Да? So if you have something that's going to need to happen in the next 2 years, let's say you're putting money away to replace a roof, right? Скажем, мы откладываем деньги, чтобы поменять крышу. You're not going to go and gamble with that money, are you? Мы не пойдем эти деньги на лотерею спускать. So you should plan and invest accordingly, right? Whether that's a money market or a stock market, it doesn't matter. You would invest conservatively. Мы консервативно будем их сберегать или инвестировать, если это такие деньги. If you have 2 to 5 years, like to buy a new car or something, then you'd go moderate. Maybe you invest in a very conservative but growing stock. Если это цель на что-то, как купить новую машину от 2 до 5, в течение 2 до 5 лет, это будет инвестиция, которая больше консервативна, но больше развивается, чуть больше риска. So if you have 5 to 10 years, like your kids' education, or maybe you're saving to buy a rental property, right? So you'd invest accordingly. You'd go a little bit more growth oriented. Если от 5 до 10 лет мы будем больше концентрироваться на рост тогда. If you have 10 plus years, then you'd go aggressive. You let it grow. Okay? You don't worry what's going to happen tomorrow. Let it just grow. Market's going to go down, market's going to go up, but let it work for you. Если это деньги, которые мы на 10 плюс уже лет инвестируем на такое время, то мы просто их пускаем, чтобы оно чем быстрее развивалось. Мы не переживаем, что через 5 лет или 2 года нам нужно их вытащить, а маркет может упал в какой-то сфере. Мы их отпускаем больше на такой срок. So typically what we recommend our clients is to have 3 buckets, okay? 0 to 2, 2 to 5, 10, 5 plus, okay? Типично мы говорим своим клиентам, чтобы имели 3 ведра, как бы сказать. Первый от 0 до 2 лет, 2 до 5 и 5. And when your conservative bucket gets drained, you just replenish it from other buckets, okay? And keep working it. Let the money work for you. Don't just sit and wait for the emergency. Wait to pay with a credit card. Save it, use it, replenish it. So you're saying if the emergency fund was used, you use the other money to put it back? To replace it. Что если да, в первом этом ведре оно вышло, если что-то случилось и пришлось эти деньги использовать, из других 2, которые инвестированы, можно снова заполнить это ведро, как бы сказать. So the more time you have, the more aggressive you can be. Чем больше у нас времени есть, тем более агрессивны мы можем быть в инвестировании. So do you understand what I mean by conservative versus aggressive? Понятно, что такое сравнение между консервативным и Who doesn't understand? агрессивным? Okay. So conservative, let's say I'm going to use money a year for something. I am not going to go to casino to gamble, hopefully to win some money. Okay, that would be very aggressive. Okay. Sit. So the first part,
conservative, it would be what for a year? So if you have, okay, по-русски попробуй. Если маленькое время, окошко, да, у вас, нечего деньги брать и с ними гэмбл играть. Потому что, как в лотерею типа играть, получается, агрессивно начинаешь инвестировать, не знаешь, что произойдет. Если у тебя 10 плюс лет, без проблем. А когда у тебя 1 год на что-то, зачем играть этими деньгами? Пусть лежат, пусть 4% зарабатывают, но деньги будут всегда готовы для вас использовать. Правильно? Получилось? So I put wisdom fulfills, but emotion kills. И так, эмоции убивают, а мудрость, оно наполняет. The reason I'm saying that is because there is way too much information today where we can get sucked in. Почему я это повторяю и говорю это? Потому что сегодня так много информации существует, которая может забрать наше внимание. We have access to more information today than the entire history can provide us, right? We have access to everything on this device. Через такой телефон у нас есть доступ намного больше, чем хоть когда-либо в истории человечества был. TV, research, emails, right? So everything gives us some form of information. So how do you take that information and how do you process it? Как использовать ту информацию, которую мы берем с телевизора, радио и других ресурсов, и как ее взять и правильно ее употребить? I have a hard time working with clients who are very emotional. They watch TV every day and they say market is up 300 points, market is down 300 points. I can't take it anymore. Мне трудно работать с клиентами, которые очень эмоциональны. Они каждый день смотрят новости, смотрят, вот поднялся рынок, упал, и они все переживают об этом. And you know, I told you, for people who have taken our advice over 30 years, that the people that I can think of is about 317 clients who have become millionaires. But I can also think of at least 100 people, maybe more, who were emotional and have never moved anywhere because they buy, sell, I can't do this, back in a CD, okay, let's invest again, oh, no, can't do that. And so you go roller coaster all the time. Как я говорил, что за эти 30 лет я насчитал примерно люди, которые с нами работали и продолжали работать, 317 человек, которые стали миллионерами. Но могу насчитать, можно сказать, примерно 100 человек, которые были более эмоциональные. Вот что-то случилось, они вытащили деньги, переложили куда-то в другое место, и они никуда ничего такого не достигли из-за своих эмоций, как они распоряжались. They're usually flat, but they're not flat because inflation actually eats their money. Их, если посмотреть, сумма как будто такая же самая остается, но инфляция, конечно, существует. Это значит, они теряют, они просто остаются на одном уровне. And statistically, emotional investors lose money. Статистика говорит нам, те, которые эмоционально подходят к этому, постоянно теряют деньги или с постоянством. Our focus is not to trust ourselves, right? The focus is to trust God, but not the TV or the information pundits. И наше доверие должно быть в Боге, а не в телевизоре или в чем-нибудь другом. Okay, it's time to take another break. Еще одна перемена. Okay, I want to tell you guys a story. Okay. Расскажу историю. I hope this. Okay, maybe I'll try. I'll try in Russian. No. Мы с семьей однажды были на vacation в Йеллоустоне. И я, подготавливаясь к этому уроку, подумал, думаю, как вот объяснить людям, когда many streams, да, много ручейков создают реку. Понятный принцип? Нет? Okay. И мы находились вот здесь один раз с семьей. Вайоминг, Йеллоустон. Кто был в Йеллоустоне? В Йеллоустоне начинается одна из знаменитых рек. Кто знает, нет? Snake River.
knows Snake River? Okay. So Snake River starts right here, and it goes all the way here. It's several thousand miles, okay, because of the curvatures, okay. But it's really long, and it goes all the way, and it ends up eventually in the Pacific Ocean. Пару тысяч миль, и оно, конечно, в итоге в океан уходит. So when we were in Yellowstone, I read that Snake River starts in Yellowstone. And so I took my family on an adventure. Итак, когда мы были в этом парке, я прочитал, что это начало этого речки или ручейка, оно начинается в этом парке, и мы пошли на adventure. And so I wanted to find the beginning of Snake River. Я хотел найти этот, где ручей начинается. So this is the geyser, bubbles up, okay? That's the start of a Snake River. И вот начало этой речки. Does it look like a river? Выглядит как речка? No, it just looks like a small creek, right? Маленький ручеек выглядит. So, and as you go down, you realize that, oh, there's a creek comes out here, and then the little creek comes out here. Спускаешься и видишь, вот здесь чуть-чуть протекает маленькая струя или ручеек, там ручеек течет. And then you go a little further, and you get about 50-55 creeks that fall into it, different geysers. И потом чуть дальше продвигаешься и видишь уже там 50-55 ручееков, которые собираются вместе. And so we decided on the way back home, because I live right here. Мы решили, я здесь живу, решили на пути домой. We said, we'll travel along the Snake River just to see how it grows. Мы возьмем путь, который ведет нас вдоль этой реки, чтобы посмотреть, как она развивается. So we got to the Twin Falls area. Доехали до Twin Falls, Idaho. So this Snake River that started right there. И та речка, которая началась там. By the time it gets here, this is what it looks like. К этому времени она выглядит так, за нами видно в картине. So it's starting to look like a river. Фотографии Right? уже более как река выглядит. And so if you keep going and you keep going and then you get the Columbia River comes into it. Если уже дальше продвигаться, уже Колумбия в нее втекает. And then you got the Deschutes River and Willamette River and Cowlitz River and all kinds of different rivers. И другие, которые совмещаются в нее. And so by the time you get to the Pacific Ocean, to the mouth, okay? И когда уже к океану приближаешься, The width of it is about almost 2 miles wide. ширина почти 2 миль. Расстояние этой реки уже. So this bridge right here is 2 miles wide, long. Этот мост, он в длину 2 миль. So think about it. This is God created something, right? That starts very little, and it keeps going and growing and growing and growing, and eventually it gets big to a point where commerce, agriculture, all kinds of industries survive on this river. Представьте, вот Бог создал что-то, что начинается с очень маленького, но разрастается, что даже очень многое зависит от него к тому моменту, когда оно становится таким большим или разрослось. The point I'm trying to make is we can do the same thing with our money. Let the money start little, but accumulate, grow, and make it work for you. Я хочу этим сказать, что мы можем, начиная с чего-то малого в наших деньгах, если инвестировать их, оно со временем может стать чем-то большим и состоятельным, когда оно работает для нас. And it starts just a few little spots where the water comes out, just pennies. Оно начинает из маленьких некоторых источников, просто копейки, And it becomes this big. и становится таким большим. And massive shipping containers come in and bring goods. Большая здесь индустрия заходит кораблями, которые приносят разные. The point what I want to make is the compounding interest, right? If you understand it, how it works. И это цель здесь или смысл, это сложные проценты, как оно работает, и как оно для нас может работать. And Einstein said that he who doesn't understand it pays it. И тот, кто их не понимает, он за них платит. And if you understand it, then you actually earn it.
Но если понимать это, мы с него можем зарабатывать. So here's another way to look at the story that I just told you, right? Еще один способ, как понять эту картину или историю, которую я вам сказал. So here's an example of different creeks coming together, forming a river, and then eventually goes into the ocean, right? Тоже схема, где маленькие ручейки начинаются, делают побольше речку и втекают в океан. For a lot of us, it starts out as a basic job, just making a little bit of money. Для многих из нас она начинается с простой работы, просто получая какой-то маленький доход. And you put away a little bit here, a little bit there. И мы сберегаем чуть-чуть здесь, чуть-чуть там. So it starts out with your job. Начинается с нашей работы. And before you know it, 5 years go by, 10 years go by, and then you Проходит 5-10 лет, start investing, right? начинаем инвестировать. And then you have income coming from those investments. И со временем уже доход какой-то с этих инвестиций. And then you save them more, and then you bought a rental house, and you're renting it out. So now but somebody else is paying you. А потом еще чуть сберег, купил дом или что-то, что можно в аренду пускать, и уже вы получаете доход с аренды. So I want to pause right here because before we move to the insurance, okay? Хочу взять паузу здесь до того, как мы перейдем на страховку. A lot of people come to me and say, well, can I just make quick money? Многие подходят ко мне с намерением или спрашивают, как заработать быстрые деньги. Do you have any kind of tips that I can invest in biotech or a technology company that's going to go kaboom and I'm going to make a lot of money? Есть ли у вас какая-то информация, которая поможет мне узнать именно в какой компании или в технологии или в чем можно инвестировать, скоро он поднимется и я много заработаю? I have never seen somebody who can make a quick buck without hard work. Я никогда не видел, что человек может большие деньги заработать без большого труда. So my encouragement is to you work hard, be patient, be diligent, be self-controlled, and be disciplined. Мой совет – это нужно трудиться, иметь терпение, Self-control. иметь самоконтроль, дисциплину. Because if you don't, what's going to happen is you're going to be chasing like a little rabbit, going every which direction, and never get to the point that you're trying to get to. Потому что без этого будем как зайчик, который прыгает туда и сюда, и никогда не достигает цели, которые мы ставим. It's amazing how much $10 a month to start will accumulate over the next 5 to 10 years. Оно удивляет, сколько, если даже $10 в месяц за 5-10 лет может набрать само себе, если $10 в месяц. So I showed you Amazon, $79 a year. That's about $6.50 or $7, let's just say $7 a month. Can turn into hundreds of thousands of dollars. И мы смотрели, как $79 в год, это 7 примерно долларов в месяц за несколько лет может какое-то время превратиться в сотню тысяч долларов. So don't chase the glamorous fancy cars, the expensive rings, okay, fancy clothes, because you're gonna buy it today and tomorrow you're gonna throw it away. Не надо бегать за роскошными какими-то машинами, кольцами, одеждой, потому что сегодня купим, завтра выкинем. What if it gets stolen, right? Или своруют, Breaks. сломается. Okay, I'll tell you a story. Скажу историю. I grew up very poor. I'm one of 9 kids. Я один из 9, вырос бедным. I was the oldest, and I had to do all the jobs at home. Был старший и должен был все делать, все работы. As an oldest child, you tend to be the discipline the hardest, right? И как старший тебя самого больше дисциплинируют. So when we came to the United States, I so badly wanted to have a new car.
И когда я приехал в США, я очень хотел новую машину. And I worked 2 jobs. I worked at McDonald's and I worked at car wash. I was like Donald Trump working at McDonald's. Я работал две работы, как и Трамп. Одна была Макдональдс, другая я мыл машины. Car wash, yeah. It took me 2 summers and 1 winter, and I saved enough money to buy a car. И за 2 лета и 1 зиму я сберег деньги, чтобы заработать на машину. I saved $3,800. This was in the early 90s. Это в начале 90-х я собрал $3800. And I said to myself, I want to buy a new car. Я сказал себе, я хочу купить новую машину. This was before my wife and I got married. So Это до того, как я женился. she couldn't tell me how to spend my money. Она не могла мне сказать, как тратить свои деньги. So I went and I bought the cheapest car I can find, which was Hyundai 3-door XL, nothing inside. И я пошел и купил машину, это самую дешевую, которую я мог. Это 3-дверный Hyundai, в котором ничего внутри не было. And on the 3rd day I wrecked it. И на 3-й день я попал в аварию. And I was stupid enough not to have insurance. И по глупости у меня не было иншуранса, страховки. And so $3,800 just flew away. Итак, вылетели у меня 3800. And then I got that sexy car, orange car, that I drove for 15 years afterwards. И потом я купил ту красивую машину, которую я вам раньше показывал. Оранжевую. The point what I'm making is sometimes God allows certain things to happen in our life for reasons that we might not understand at that moment. Я хочу просто сказать, что иногда Бог допускает моменты в нашу жизнь, которые мы на то время, может быть, не понимаем. And so it was, I had everything I ever wanted for 3 days. У меня было все, что я хотел, но это было 3 дня. Okay. And then I realized how stupid I was, and that I need to rethink my life. И тогда я понял, как несмысленно это было, и нужно было передумать, как я жил. And so I decided that I am going to fix my life and start looking at the money as if they're not just for pleasure. И я решил, что я поменяю свой, как я буду смотреть на деньги, и что это не только для удовольствия. And I will tell you that what happened at that point, I received joy from serving God and listening to people who had wisdom who went before me. И на тот момент я получил радость от того, чтобы служить Богу и слушать людей, которые до меня. So happy and joy, what's the difference? So happy is from happenings, joy is from the Lord. Right. So joy from spiritual. Right? Духовная радость, которая от Бога, не просто которая зависит от вещей. Because I started serving others instead of serving myself. И то, что я начал служить другим, а не просто удовлетворять свои желания. Little by little, Proverbs says that little by little you accumulate wealth. Притча говорит нам, что чуть-чуть, маленько с маленьким мы собираем богатство. But the fool is chasing after a lot of things and doesn't ever get anything. Но глупец бегает за многими и никогда этого не достигает. So let's be wise. Okay? God gave us talents. God gave us ability to work, gifts to work wise, health wise. Let's use it for His glory. Здоровье, будем пользоваться этими дарами от Бога для Его славы. Okay, so I want to move to next category. It is the insurance. Итак, следующая категория – это страховки. So what is insurance? Well, insurance gives us security, coverage, help, protection, confidence, safety. Что такое страховка? Она дает нам безопасность, уверенность, защиту, помощь, покрытие, security. Тоже охрану. But from spiritual perspective, right? This does not give us that confidence. Но, конечно, с духовной стороны это не дает нам, эти страховки не дают эту уверенность. Only God can give us that security, right? Только Бог может дать нам эту защиту, в которой мы нуждаемся.
So insurance, what it is basically a contract between the individual and the company saying that if something happens, here's what I will do, here's what you will do. Страховка – это контракт между человеком и вот, компанией, который говорит, если что-то случится, вот моя обязанность, или я сделаю так, или они сделают так, если в случае чего-то. So I often hear from especially younger people who say insurance is a waste of money. Часто от молодых больше людей слышу, что страховка – это просто ненужная охрана. It's a scam, they're not going to pay. Они просто заберут у меня деньги, не будут выплачивать. But I can tell you hundreds and hundreds of stories of people who have had coverage and were protected. And then I can tell you stories of many, many, many people who decided not to and suffered because of it. Могу сказать сотни историй, которые людей, они имели страховку, и это им очень помогло. И также самое количество есть и больше тех, которые не имели страховку, и это очень было, страдали из-за того, что у них не было страховки. So Ecclesiastes tells us a fish caught in a cruel net, or a bird taken in a snare, are people trapped by the evil times that fall unexpectedly upon them. So we don't have a control when something bad is going to happen to us. Как рыбы попадаются в пагубную сеть, и как птицы запутываются в силках, так сыны человеческие уловляются в бедственное время, когда оно неожиданно находит на них. У нас нет контроля над тем, что с нами может случиться. North Carolina, Florida, right? Those are really good examples where we don't have control. Флорида, Северная Каролина, то, что сейчас случилось, это хороший пример того, где люди не имели контроля. And if you don't have insurance, you're on your own. You have to make sure you have enough assets to cover your things that you're going to lose. И если нету страховки, то ты сам по себе. Если что-то потерял, у тебя должны быть какие-то сбережения или деньги для того, чтобы покрыть это. It was funny for me because I was trying to figure out how do I explain страховка, right? Well, where it comes from is from word strach. So you can't explain that in English because they don't have a В английском это нету коренное fear, слово. right? Страховка от страха. Well, what's so strach is something happens to us, right? We get scared. So страховка, that's from fear. So Proverbs says the prudent see danger and take refuge, but the simple keep going and pay the penalty. В притче, это слово говорю, что мудрый видит и как убегает или прячется от какой-то опасности, но простые идут вперед и потом платят за это. So if you think about it this way, if you get behind a wheel without insurance, you're fully responsible for your car, your life, and anybody else who could be impacted by your decisions, right? Если про это подумать, мы садимся за руль автомобиля, если у нас нету страховки, мы полностью отвечаем, и мы ответственны за свою жизнь, за машину кого-то другого машину, и также за их жизнь. Let's say you don't have anything crazy going on, but you drive them along. Скажем, ничего особенного там не случается по дороге, вы просто едете на прямой дороге. And you hit a black ice. И налетели на лед, черный лед. You can't see it. Его You're невозможно not видеть. speeding. Вы быстро не едете. But you lost control, and let's say you hit a pedestrian. Потеряли контроль или управление и ударили пешеходного. And let's say that person didn't get killed, but let's say they got severely injured. Скажем, это не насмерть, но их покалечило или сильно ушиблись. In any court, you will automatically lose just because you don't have insurance. They will go after everything that you have for the next 50 years. В каком суде, если даже нету иншуранса, страховки, они будут идти за всем, что у вас есть на этот момент и на следующие 50 лет. Why expose yourself to something that is so preventable and only cost a few bucks a month? Почему поставить себя в такую ситуацию,
где можно в такое попасть, когда противоположно можно иметь страховку, и это будет только стоить сколько-то долларов в месяц. We had an incident in Battleground, where not far from where I live. We had there's a 2-lane road, and a motorcycle was driving. Недалеко от того, где я живу, там был инцидент, который случился, ехал мотоцикл по дороге. And motorcycle came behind a truck, И он догнал трак and he wanted to pass it. и хотел его обогнать. But when he started passing it, their car made a right turn, И когда он начал обгонять, та машина свернула направо, and he didn't have a chance to stop, and he hit it head on. и у него не было возможности остановиться, и он ударил прям напрямую. He got paralyzed, neck down. Он парализован Neck. от шеи вниз. Паралич. Парализован. He went to court to try to sue the truck driver, И он хотел засудить этого тракиста, the minivan, и машину, которую он ударил, and the city of Battleground, и город. because there was no proper markings or whatever he says. И, как по его видимости, не было правильных там знаков на этой дороге. And he was completely at fault, okay? Он был полностью, вина была его. But the jury felt so bad for him, Но жюри так плохо чувствовало за него, за его ситуацию. they awarded him $8 million. Они ему дали $8 миллионов. And they split that between the 3 people. И они разделили это между тремя. City, truck driver, and a minivan driver. Городом, тракистом и также водителем автобуса. That minivan was in full control. They didn't do anything wrong. Тот, кто был за рулем автобуса, они совсем ничего неправильно не сделали. You could be in control, Вы можете также быть в полном праве, что вы делаете в but этой you жизни. don't know what other people will do that could impact your life. Но не знаете, что другие люди будут делать, которое может также повлиять на вашу жизнь. Out of the 3 people, I think the minivan driver probably was impacted the most psychologically, because he watched it happen, and he doesn't have all that much money, but he was forced to pay. Я думаю, из тех, которые повреждены были в этой ситуации, тот, кто был за рулем автобуса, самый больший ущерб эмоциональный понес, потому что он видел, как это все случилось, и он был в полном праве, и пришлось ему платить. So, the point what I'm trying to make is, protect yourself, do things wise, and it still doesn't guarantee that you will be protected. То, что я хочу сказать, это защищайте себя, делайте все с мудростью, но все-таки это полностью не сможет предотвратить ситуацию. Нету, да. Гарантии нету на то, что будет полностью безопасно. So you have no idea what the weather's going to do. Мы не знаем, как погода будет. You have no idea what kind of car accident you're going to get. Your fault, somebody else's fault, right? Не знаем, что может случиться на дороге, наша вина, кого-то другого. You have no idea what's going to happen to your health. Что с нашим здоровьем будет. So what if you trip and fall, hit your head, paralyzed? Если мы подскользнулись, упали, ударили голову и парализованы. So this past July, I lost a cousin. В июле этого года я потерял своего двоюродного брата. He was at work, and he became dizzy, Он был на работе, и у него начала кружиться голова, and he fell. и он упал. He hit his head. Ударил голову. He had a brain bleed, У него было кровоизлияние мозга, and 2 days later he was dead. и через 2 суток он был мертв. And his wife is left with 2 small kids, И осталось 2 маленьких детей, жена. and it's going to be interesting to see, right, how she climbs out of the hole that he left her with. Будет интересно увидеть, как она вылезет из той ямы, в которой он ее оставил. He didn't have insurance, Не было страховки. no health insurance. И страховку на здоровье тоже не было.
So he was in hospital 2 days, and then because he was organ donor, they kept him 3 extra days. So 5 days of hospital bills. 5 дней он был в госпитале, 2 это до того, как умер, а потом его еще 3 дня, когда брали органы. The point what I'm trying to make is, it doesn't matter how much money you have. It doesn't matter what assets, income, insurances you have. You might not be protected, but the wisdom is in finding things that will help you to be protected. И что я хочу сказать, это может быть, это не надлежит на то, что у вас есть какие-то сбережения или что, это не защитит нас от того, что может случиться, но можно мудро планировать такой случай. Yeah, you guys know Gala Sizov, right? She's a distant relative of mine. You know, she was diagnosed, and 3 months later she was gone. That's how fast things happen. Okay, so the death happened. So take that into consideration. Нужно понимать, что смерть случается иногда очень быстро, и на это можно рассчитывать или брать себе на ум. So the point of insurance is that you have a pool where many people pay and few use it. Okay? И как иншуренс работает, есть как один все вместе средства, которые все влаживают. Но много платят в него, да? Вот, а снимают только некоторые, которым нужно. Слово Божие не запрещает. So I don't see in the Bible where it says that the insurance is prohibited, nor insurance is evil. Я не нахожу в Слове Божьем, где написано, что страховка это запрещается или оно какое-то зло. If we have ability to spread our risk, why not do it? Если у нас есть возможность, чтобы меньше было риска для нас, почему бы не воспользоваться этим? But I know that the Bible does prohibit surety, is when we sign up for somebody else's debt or co-sign for somebody. Но есть то, что в Библии написано о том, что подписываться за кого-то или брат за кого-то слово давать, тоже есть против этого в Слове Божьем. So I want to go over several different types of insurance. Hopefully, this will give you a little bit of view of what to think about. Мы пройдемся по некоторым разным страховкам, и надеюсь, это поможет нам более понять и увидеть. So I think there's some consideration should be given to life insurance, health insurance, disability, and possibly long-term care. Есть страховка на жизнь, здоровье, инвалидность и также долгосрочный уход. If you are married and if you have kids, you have to have life insurance. Если вы в браке и есть дети, вам нужен иншуренс на жизнь, страховка на жизнь. You want to live something for your wife to be able to continue to stay home with kids, take care of the kids, and not have to sell the assets so she can move into an apartment. Вы хотите иметь что-то, что если вас нету, чтобы жена могла остаться дома с детьми и не пришлось все распродать и переехать в апартамент. Those of us who like to risk things, right, because we want to have a nicer car, but not protection for health, I would strongly encourage you guys to consider you have to have some form of a health coverage, okay? It doesn't have to be insurance. It could be a pool. There's a plenty of Christian companies who pool people who want to share the medical expenses together, okay? And that could be a form of protection. Есть иншуренс также на здоровье, некоторые, которые любят, может, больше потратить, чтобы новая машина была или что-то, почему бы не использовать, даже есть разные системы, где люди вместе, христианские компании, где можно вместе средства слаживать, чтобы тоже это было как какая-то форма страховки для здоровья, чтобы какая-то хотя бы форма была. One night at hospital could cost you $30,000. Потому что один вечер в госпитале может стоить $30,000. My father-in-law, мой зять, had an open heart surgery and they replaced the valve
they changed his valve. Клапан поменяли, And he had an infection. была инфекция. And for 4 days in the hospital was $160,000. И за 4 дня в госпитале 160 тысяч. How many of you have $160,000 lying around? У кого есть 160 тысяч, которые просто так лежат? Right. And relying on government Надеясь на государство, so that, well, you know, it's I can just go and get a Medicaid. что можно That's, получить that's, страховку. that's not wisdom. Right? We have, God's given us ability to work, to be productive, and sometimes we don't have a choice. We have to do that. But most of the times we have ability to go and say, no, I'm going to take care of it. I'm going to pay the premiums and cover my family. И в больших случаях мы, те, которые работаем, есть возможность, чтобы платить за иншуренс, есть также возможность на страховка государственная, но если мы работаем, можно и к следующей, чтобы была хотя бы когда-то страховка. So, how many of you know somebody who works in the construction industry? Кто знает кого-то или знаком с кем-то, кто работает в строительстве? You probably know people who got hurt in the construction Вы, industry. наверное, знакомы с людьми, которые как-то повреждение какое-то было у них в жизни в этой работе. Some became permanently disabled, some became, partially disabled, some became wiser. Yeah. Для некоторых это послужило мудрости, некоторые надолго или навсегда у них какое-то повреждение было, некоторые на какой-то срок или частично повреждение. If you're a single income household, Если вы ваш дом, только один человек в нем работает, зарабатывает, and if you work a somewhat a physical, dangerous job, если опасная и физическая работа, then I strongly encourage you to get a disability insurance. то есть я советую иметь страховку на Invalidность. инвалидность. It's not extremely expensive, Но не слишком дорого, but it's really helpful if something happens to you. но очень помогает, если что-то случается с вами. Then you don't have to rely on your relatives, your church, or the government to come and take care of you. И не надо тогда надеяться на родственников, церковь или государство, чтобы они о вас позаботились. I think the disability insurance, there's a different levels and quality of insurance, but if you work a dangerous job, please look into this. Есть разные уровни таких страховок, но если вы на опасной работе работаете, пожалуйста, посмотрите и узнайте об этом. I mentioned this last time, one of my hardest clients to work with are the widows. Я в прошлый раз упоминал и говорил, что самый трудный клиент, с которым работать, это вдовы. Especially the ones that end up with no money, a lot of debt, and young kids. Особенно те, которые остаются без денег, много долгов и с маленькими детьми. Think ahead, plan ahead. Думайте наперед, планируйте наперед. Be wise. There's enough scripture that teaches us how to be wise. Будьте мудрыми, и много есть местописаний, которые учат нас мудрости и поощряют к тому, чтобы мы были мудрыми. Long-term care are, a lot of times they recommend those only to people who have significant genes or family history that could potentially end up in some kind of a facility. Страховка на долгосрочная забота. Это может, если у кого-то есть в семье или какие-то гены, или So, just like older people or people with... если есть в семье гены, которые могут повлиять на то, чтобы инвалидом быть, особенно в старых, там, скажем, приступ сильный, кровоизлияние бывает сильное, да? Вот, если молодой и знает, что в семье это происходит, можно подумать взять long-term care, потому что когда молодой, он очень дешевый. Когда повзрослеешь, ближе к пенсионным, то он ужасно дорогой. Okay? Но это не всем рекомендуется. Я вам просто говорю, какие иншуренсы могут быть. Okay, next, auto. Страховка на машину, Home and umbrella. дом и зонтик. Auto is a must. На машину это
cash in your bank, where you're legal in the state of Washington, you have to have insurance. It's foolishness not to have insurance. В штате Вашингтоне, если у вас нет какой-то особенной суммы средств в своем аккаунте, легально вы все должны иметь страховку на машину. So think about it. Your insurance will cover you, your car, and possibly other people. Okay? Страховка будет покрывать нас, нашу машину и, возможно, и других людей. If you get in an accident and you have several people in a car with you, and they get injured, and you don't have coverage, you have to pay for every single person. Если мы попадаем в аварию, и у нас некоторые люди с нами, и, возможно, наша страховка, если они с нами, и им станет плохо из-за этой аварии, мы были за рулем, нам нужно будет платить за каждого из них. So home insurance is, if you have a mortgage, you are required to have homeowners insurance. Если также иншуренс на дом, если мы его выплачиваем, мы обязаны иметь иншуренс. That's by law, right? Это But if your house закон. is paid off, Но если you don't have to carry insurance. мы не вынуждены иметь иншуренс, если он выплачен. But you guys have in Spokane a lot of fires. Но у нас есть пожарные, сезоны даже в Спокане. And if you lose the house in a fire, I think it's foolishness not to carry insurance. И если мы можем, есть потенциал потерять в пожаре свой дом, я думаю, глупостью не иметь страховку на дом. Umbrella is typically covers things that are beyond what your standard insurance will cover. Зонт – это страховка, которая покрывает то, что чуть больше, чем обычные страховки покрывают. So, for example, let's say you are in a construction, okay, and you have several people who are driving your cars, and if you have a multiple guys get in trouble, accident or something happens, right? Your policy will cover each individual accident, but to only a certain dollar amount. Если у вас есть компания, скажем, строительная, у вас есть люди, которые на ваших машинах работают и делают, ваша страховка будет покрывать каждый акцидент, но до какого-то лимита определенного. And if you have one of those guys had a more severe accident and it exceeds your limit, that's when the umbrella kicks in and covers the excess. И в этой страховке, если один из этих случаев, где нужно страховка покрывает, оно превышает того лимита, то этот иншуренс, он покрывает вот это превышение больше лимита. Because you can hit a car, let's say you have a minimum, state of Washington only requires 25,000. But let's say if you hit a car that's worth 100,000, then you don't have enough insurance. So make sure that you have proper insurance, proper umbrella insurance, with a proper policy underwriting so that it will cover different things, health, physical injuries. If there's a significant, damage, let's say you have В Вашингтоне, скажем, лимит был 25 тысяч, но акцидент или вы ударили машину, она стоит 100 тысяч. И здесь нужно тогда смотреть страховку именно, какой там лимит или сколько она покрывает, и также в каком плане по деталям насчет здоровья, физических, да, какие-то повреждения, что и с этим связано, по всем этим моментам пройтись и узнать. So there's very expensive insurances, and then there's the reasonable insurances. So when it comes to protecting yourself, look for things the way that would actually protect your whole family. Okay? Итак, страховки нужно смотреть, есть очень дорогие, есть те, которые нужно, чтобы они именно подходили под нужду и чтобы защищали как нужно вашу семью, вашу ситуацию. We encourage our clients to review policies that they carry at least once a year, because things change. You sold a car, you bought a new car, right? Мы поощряем своих клиентов, чтобы хотя бы один раз в год просматривали свои договоры страховки, потому что разное меняется. Вот новая машина купили или другое, здесь, возможно, другой уровень страховки нужен или что-то. And if you
have a significant damage or a loss, your insurance will have limits for every different, so like for example, art, right? They will only cover so much. If you have a grand piano, for example, they'll only cover 5,000. It doesn't matter if it costs 50 or 60, they will only cover small amounts. So be careful what you insure. И также, если, например, страховка на пиано, на какую-то картину, есть у них везде расписаны лимиты, вот только 5000. Несмотря даже если она стоит 50 тысяч, иншуринс покрывает всего лишь 5000, например. Understand what you're buying. Нужно понимать, что мы покупаем. Мой дедушка говорил, не покупай кота в мешке. Может быть, он был без хвоста, может без глаза, может без шерсти, да? А бывают ужасно дорогие. So, insurance is a very complicated topic, okay? Страховка это действительно не очень простая тема. And I don't have enough time to give you all the details of things that you need to look for. But what I encourage you to do is, if you don't have insurance, go talk to the insurance agent. Ask them a lot of questions. Мы не можем по всем деталям пройти насчет страховок, но я поощряю вас, чтобы вы встретились с агентом и задавайте много вопросов, чтобы знать всю эту картину и что вам нужно. Спрашивайте, покрывает ли это, покрывает ли то, покрывает ли это и так далее. Попасться легко в проблему, а с нее выкарабкаться очень-очень трудно. Понимаете? Okay, so we'll start wrapping it up. So I'm gonna do this slide and then we're gonna stop. Husbands, care for your wives. Мужья, заботьтесь о ваших женах. Again, I can't stress enough of the pain and suffering that I see widows go through. Не могу полностью передать боль и трудности, через которые проходят вдовы. Because of the selfishness and greed of a man. Из-за жадности мужчины. It's easy to get caught up in self-indulgence. Okay, I want a nice car, I want a fast car, I want a nice boat. Легко в этом потеряться. Я хочу самое дорогое, самое лучшее, машину, лодку. But think about what's going to happen to your wife should you not be here. Okay? Но подумайте о том, что случится с вашей супругой, если вас не будет. God entrusted that woman into your hands for a specific reason. Бог доверил вам вашу жену для определенных целей. Treat her like it's a God's treasure. И нужно с ней относиться как с Божьей драгоценностью. Don't be foolish, don't be arrogant and ignorant in things. Не будьте глупцами. Прекрасно. And listen, I don't mean to be harsh, but I do mean to be harsh because I see a lot of pain and suffering after a selfish man leaves this planet. Не хочу быть строгим, но нужно быть строгим, потому что я вижу много боли и трудностей после того, как человек, который был жадный, оставляет такую ситуацию свою жену, или вдову уже. Вдову, жену, семью, да? And sometimes it takes years for her to get out from under that burden of pain and suffering and death. Иногда занимает годы, чтобы вылезти из этих трудностей, даже эмоциональных, от смерти, долгов, всего остального. I mean, if
something happens to me, I want to go to heaven and know that my wife will be able to take care of my kids. Если что-то со мной случится, я хочу быть уверенным в том, что моя жена может позаботиться, я буду на небе, жена может позаботиться о наших детях. God gave me the talents, and if I don't use it wisely, what reward is He going to give me there? Бог дал мне таланты, и если я не с мудростью распоряжаюсь ими, какую награду я получу тогда? I'm going to stop right here. We can continue that next time. Здесь я остановлюсь, и то мы продолжим в следующий раз. Хорошо, такая серьезная тема под конец, да? Смерти подумаем. Хорошо, пару таких announcements. Брат Николай, если что-то помнишь. В следующий раз у нас будет последний класс, правильно, я не знаю, семинар, скажем так. И надеюсь, что вы все придете, потому что там что-то особое ждет всех вас. Сказали, секреты не выдаем, вы должны сами прийти, а если не придете, не получите. Сказали так. Говорите вашим друзьям, кто это, может, сегодня пропустил, чтобы последний курс они пришли на следующую неделю. Большая благодарность нашим малым группам, которые трудятся, они готовят сэндвичи. В 5 часов сюда приезжают, все столы ставят, сэндвичи готовят. Большая благодарность Виталику Бодрак, вашей группе. Они молодцы, сегодня потрудились. И всем остальным, кто приезжал, помогал. Anything else, Nick? Хорошо. Если у вас будут вопросы, присылайте их. Надеемся, сегодня мы почти все покрыли, у нас два вопроса осталось. Посмотрим в следующий раз, может, я не знаю, если пройдем все, посмотрим, как они придут. Давайте тогда помолимся, поблагодарим Господа. Одна мысль, перед тем, как помолимся. Цель вообще этих семинаров, это чтобы мы были мудрые домостроители Божии. И чтобы Господь дает нам сейчас эти познания, мысли новые. И наше желание, чтобы Господь дал вам возможность это совершить в своих семьях. Еще один момент, что баджет, который тоже представляли, пожалуйста, заполните, подумайте, как лучше можно послужить Господу с этими финансами, которые дает. Дэниел, помолишься? Господь, благодарность Тебе за то, что Ты даровал это время нам вникать в Писание и также набираться мудрости, как нам поступать с теми средствами, которые Ты нам даешь в жизни, Господь. Благослови эти знания для того, чтобы мы могли применять их в жизни и не остались просто забывчивыми слушателями, но исполнителями Слова Твоего. Распусти нас всех с миром по домам, благослови нас при расходе. Тебе за все будет слава. Аминь. Все, с миром Божиим. Там чуть-чуть еда осталась, можете коробочку взять и помогите здесь прибраться, столы убрать. Будем благодарны.